Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Алина, и я помогаю студентам русского языка заговорить на русском более уверенно и естественно. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и не забывайте активировать субтитры, если они вам нужны. Сегодня поговорим о роде существительных в русском языке и рассмотрим основные моменты, по которым его можно определять. Особенно непросто эта тема дается тем студентам, в родных языках которого такого понятия, как род, не существует. И классно, если бы можно было сказать, в русском языке слова, оканчивающиеся на «ай» на «я», женского рода. Просто. Но потом вспоминаешь папа, дедушка, братишка, мишка, дядя. Не переживайте, этому тоже есть объяснение, и оно не настолько сложное, но об этом немножко позднее. Род имеют только существительные в единственном числе, а для тех, которые используются только во множественном числе, брюки, ножницы, он не определяется. Род может быть мужским, женским и средним, а также существует общий род. Давайте рассмотрим основные правила, на которые стоит ориентироваться при определении рода. Естественно, из каждого правила есть исключения, но они будут работать для большинства случаев. Для того, чтобы правильно определить род, нам нужно взглянуть на окончание слова, или в случае, если оно нулевое, на основу слова. К мужскому роду относятся существительные, если основа заканчивается на твердый согласный, город, гриб, мягкий знак, день, календарь, на букву «Е», музей, трамвай, случай, согласные «г», «к», «х», досуг, бег, урок, слух, жук, шипящие «ж», «ш», «ц», «ч», «щ», багаж, карандаш, конец, мяч, овощ. К женскому роду относятся существительные, которые имеют следующие признаки. Окончание на «а» или «я», тарелка, бутылка, молния, линия. Основа, которая заканчивается на мягкий знак, вежливость, возможность. Шипящие согласные с мягким знаком на конце. Ж, ч, ш, щ. Ложь, мышь, дочь, помощь. К среднему роду относятся существительные, которые заканчиваются на «о» или «е» или на «мя». Дерево, окно, море, имя, пламя. А теперь про одушевленные лица, то, что я упоминала в начале. Если мы имеем дело с одушевленным лицом, тогда его род определяется в соответствии с его биологическим полом. Например, мама, папа, брат, сестра, друг, подруга, дядя, тетя. И отсюда идет исключение, когда некоторые слова мужского рода заканчиваются на «а» или «я», потому что это их биологический пол. Еще примеры. Мужчина, дедушка, юноша. И имена. Саша, Паша, Миша, Илья. В русском языке нет артиклей, маленьких частичек слова, которые могли бы как раз подсказать, с каким родом мы имеем дело. Но чтобы легче запомнить слова с определенным родом, следует их запоминать не по отдельности, а с местоимениями. Местоимения для определения рода будут следующими. Мужской род – он или мой, женский род – она или моя, средний род – оно или мое. Например, мой город, моя сумка, мое пальто. Или также могут помочь прилагательные. Интересная книга, сильный дождь, яркое солнце. Таким образом, по местоимениям и прилагательным мы можем понять, какого рода существительное. А главное выучить его. Потому что если вы несколько раз скажете «интересная книга»,
Интересная книга, интересная книга, интересная книга. И выучите не просто слово «книга», а словосочетание «интересная книга». Тогда вы автоматически будете знать, что книга женского рода. Или «добрый день» – одна из самых распространенных фраз в русском языке. И вы уже знаете, что день – это он, потому что добрый. Название месяцев мужского рода. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь и так далее. Потому что все это согласовывается со словом «месяц», которое как раз мужского рода. Но слово «месяц» не обязательно каждый раз использовать с названием месяца. По такому же принципу и название языков мужского рода. Русский, французский, английский, иврит, китайский. Потому что от слова «язык». Название географических объектов. В этом случае мы чаще всего согласовываем объект с его родовым понятием. Например, город Рио-де-Жанейро, Рим, Токио. Мужского рода, потому что город. Озеро Онтарио. Оно, потому что озеро. Река Волга. Она, потому что река. И так далее. Естественно, из этого правила есть много исключений. Например, город Москва женского рода. Но конкретно в этом случае так происходит, потому что Москва – это прежде всего река, а уже потом город. И она, как и большинство существительных женского рода, имеет окончание на «а». В любом случае, если вы сомневаетесь, то лучше этот момент проверить в словаре. Род аббревиатур, подобно названиям географических объектов, тоже определяется по основному слову при расшифровке этой аббревиатуры. ООН – Организация Объединенных Наций. Слово «организация» женского рода, значит и аббревиатура ООН будет женского рода. Или ГИТИС – Государственный институт театрального искусства. Ключевое слово «институт». Мужского рода, значит и аббревиатура ГИТИС будет мужского рода. Есть существительные, которые могут обозначать только женский или только мужской род. Мать, отец, брат, сестра, дядя, тетя, курица, петух, бык, корова. А есть также слова общего рода, которые в зависимости от контекста могут быть как мужского, так и женского рода. Злюка, коллега, зануда, жадина, молодец. Подытожим. Если слово заканчивается на твердый согласный или на шипящее ж, ш, ц, ч, щ, тогда оно мужского рода вне зависимости от того, одушевленный этот предмет или нет. Исключением для них являются существительные, которые обозначают лиц мужского пола, и в таком случае они могут оканчиваться на «а» или на «я». Если слово заканчивается на гласные буквы «а» или «я», или на шипящие с мягким знаком на конце «ж», «ш», «ч», «щ», то такие слова будут женского рода. Если окончание у слова на мягкий знак, без шипящих, тогда просто нужно запомнить, какого рода это слово. К примеру, такие слова, как календарь, день, автомобиль – мужского рода, а молодость, надежность, пыль – женского рода. Название месяцев и языков – мужского рода. Географические объекты и аббревиатуры определяем по родовому или по основному слову. А в остальном просто много слушаем и впитываем. Вы знаете, что я постоянно говорю, что не обязательно заучивать все эти правила, а достаточно просто много слушать и тренировать ухо. Тогда вы не заметите, откуда вы это все знаете, но при этом будете говорить правильно. Точно так же, как и мы не задумываемся, почему существительная вода женского рода, а чай мужского. Я надеюсь, что любителям грамматики было полезно. Нелюбители вряд ли добрались до этого момента, но если вы здесь, хоть на меня посмотрели, в смысле русскую речь послушали. Всем спасибо, всем пока! Don't leave me here high and dry.